давайте начинать. Спасибо большое, что пришли, разделили с нами этот часик вечером в воскресенье. Спасибо спикерам, которые тоже уделили время, чтобы поделиться своей любовью к искусству. Меня зовут Маша Сергеева, я арт-консультант, специалист в области взаимодействия искусства и брендов. У меня свое бюро Март-26. И давайте я представлю спикеров. У нас сегодня Татьяна Хондру, коллекционер классного концептуального искусства, мало коллекционеров, которые понимают, что они делают. Вот Татьяна, мне кажется, одна из тех, кто понимает, и сегодня как-то поделится опытом, как понимать лучше. Сабина Чайкина, основатель галереи «Сабстанция», коллекционер. Сабина, еще что-то было третье, что я забыла. Сооснователь биеннале уличного искусства «Артмосфера». Точно, это реально важно. И мы так что в сторону уличного немножко. Да, и мы про уличное тоже поговорим сегодня. Анастасия Шавлохова, коллекционер, тоже и основатель галереи «Сцена». И что, Николай Дмитриев, коллекционер, основатель галереи «Пинлаб». Мы хотим сегодня дать, может быть, несколько практических советов о том, как стоит начинать и зачем вообще жить с искусством, у кого есть еще какие-то вопросы, зачем нужно это делать. И знаете, любой разговор о коллекционировании, о начале пути хочется начать с того, чтобы, в принципе, разобраться, зачем мы с искусством. И вот Пикассо сказал одну из моих самых любимых цитат на тему того, зачем жить с искусством. Он говорит о том, что искусство — это ложь, которая позволяет нам осознать правду, как минимум ту правду, которая нам дается для понимания. И в продолжение хочется спросить у наших спикеров, у кого есть ответ, может быть, не Пикассо, но просто почему вы выбрали искусство, зачем вам с ним жить? Таня. Поняла, я первой на очереди. Но нам не обязательно бредок всем говорить, но... Да, хорошо. Ну, наверное, может быть, это банально, но тем не менее, это просто красиво. Вот если вы даже зайдете в какую-то квартиру, где есть искусство и где его нет, вы поймете, что, мне кажется, это просто вот так глаз считывает, что когда искусство есть в квартире, это совершенно другой интерьер. Ну, наверное, такая первая, очень очевидная, и, может быть, та вещь, с которой те, кто не знаком с искусством, не соединил свою жизнь еще с искусством, такой момент, с которого можно было начать. Просто найти что-то прекрасное, что просто хотя бы радует ваш глаз. Но важный момент, чтобы оно вписался в ваш интерьер. Потому что если когда вы повесите это произведение искусства, оно не создаст те эмоции, да, то есть не впишется, будет не то пространство, потому что цвета не соединены и так далее, которые присутствуют в интерьере, хотя картина сама по себе прекрасна, у вас не создастся та эмоция, которую вы ожидали. Поэтому, наверное, вот первую работу, может быть, вот было бы так неплохо, было бы... не знаю, купить, получить, но это, может быть, это мой опыт, потому что действительно вот осознанная первая вещь, которую я купила, может быть, лет 7-8 назад, она именно произошла таким способом, Тань, что я делала ремонт. Давай... Я заняла эфир уже, да? Давай просто мы на все вопросы, которые мы репетировали, не будем отвечать сразу, по очереди. Давай сначала разберемся, зачем нам жить с искусством, а потом уже какие ошибки мы совершили, какую первую работу купили. А то будет очень много информации, а нам же нужно, чтобы у людей как-то это отложилось. Но мне очень приятно, что ты подготовила ответы на все вопросы, которые мы репетировали. Видите, человек реально понимает, что он делает. Так, Николай, что ты хочешь рассказать? Почему ты живешь с искусством? Ну, здесь важно отметить, что моя галерея занимается именно фотографией, поэтому для меня важна именно была всегда фотография. Но почему именно с искусством? Потому что для меня художники, современные художники, те говорят о том, где мы живем, с чем мы живем, какие проблемы у нас есть в обществе. То есть для меня важно всегда было искусство, которое говорит о нас с вами, о нашей жизни. И о них с нами тоже. Ну, и о них тоже. И о них тоже. Что-то есть у вас? Давай. Я могу добавить, я еще проверяю предсказания, потому что я поддержу Николая про то, что про нас с вами, но все же художники, мне кажется, говорят о будущем. И очень часто предсказания сбываются, и таким образом проверяю предсказания. Кроме того, что это правда красиво, я согласна, что голые стены,
скажем так, делают пространство безжизненным, да, искусство, оно вселяет эмоции. Это такой символический обмен с художником, ну и, конечно, поддержка художника. Но у меня все началось когда-то вот 15 лет назад с поддержки. Я просто понимала, что художника надо поддержать просто так, ну, деньгами странно, да, то есть проще купить его работу, ему будет приятно, мне будет приятно, вин-вин. Вот. Да, классно, развитие среды, да. Я тоже скажу про свой опыт. У нас сейчас как раз идет в галерее выставка, называется «Бережное хранение». Я там писала о том, что есть такая цитата древнеримская «Ars longa vita brevis» — «Искусство вечно, жизнь коротка». И все-таки вот я каждый раз, когда вешаю там новые произведения искусства у себя дома, я все время думаю о том, что это вот что-то такое, с чем ты соотносишься в самые разные периоды времени. У меня была одна картина, которая долгое время висела у меня в спальне, и я каждый раз, просыпаясь, на нее смотрела. Это большая работа Кош-Коша. Я очень хотела ее купить. Было не так просто мне это сделать. И вот я ее купила, и несколько лет просто большое удовольствие она мне приносила. Я каждый раз находила в ней что-то новое, и это был какой-то все время такой энергетический поток. Вот он шел на меня, и каждый раз по-новому. И как-то временами я просто думала о том, что это просто красиво, вот эти сочетания там зеленого с серым. Временами я думала о сюжете, а временами просто меня поднимало, как-то собирало, и я вот чувствовала, что это какой-то диалог с человеческое, потому что вот этот человек, это рукотворно, это он оставил в этом свой след. И по сути, вот, ну, лично для меня в жизни это самое интересное, вот это вот энергетический заряд, который остается, а не некое как бы что-то бездушное, машинное, чего и так очень много. Да. А еще кто-то сказал, что современное искусство лучшее лекарство от деменции, потому что, разговаривая с современным искусством, постоянно думаешь, разгадываешь, и куда-то вперед движешься. Слушайте, а вот еще, если говорить про начало, у меня вот есть один коллекционер, ну, он не коллекционер, он не может стать коллекционером, потому что он не понимает, как ему подойти к вопросу создания коллекции. Он не может не может купить ни одной работы, потому что он не может определиться с темой своей коллекции, с периодом, который он хочет собирать, и вообще максимально масштабно сразу хочет решить эту проблему, но как бы так как у него нет достаточного количества насмотренности, ему это сложно сделать. Вот если мы говорим о начале, как вы бы посоветовали подходить к вопросу жизни с искусством, но дома уже, или и потом куда-то из этого вырасти? Начинающим коллекционерам. Что вы рассказываете? Вот. Я могу начать. Мне кажется, все рождается из хаоса. Вот. У меня, во всяком случае, было так. Я вообще не задумывалась о какой-то структуре, там, какой период и так далее. Да? То есть у меня в коллекции есть очень много уличного искусства, просто потому что я занимаюсь уличным искусством и дружу с уличными художниками. Но кроме этого, мне, например, очень интересно сейчас цифровое искусство, видеоарт и разные совершенно другие медиумы. Я, конечно, сейчас вот предвкушаю, как будет выглядеть выставка моей коллекции. Она, видимо, будет совершенно какая-то такая разнообразная, но мне все равно, потому что я собираю сердцем, и я просто вижу работу, понимаю, что у меня с ней есть какая-то связь. Еще, конечно, мне важно, кто стоит за работой. То есть вот художник, его личность и вообще он как человек тоже для меня очень важно. Интересно. Таня, а ты как начала, как купила свою первую работу? Вот я как-то пыталась заскочить вперед, да, и сказать, что как раз я первую свою работу купила в рамках, ну, осознанно, скажем, которая сейчас можно сказать, что она как бы в коллекции. Это как раз когда я делала ремонт квартиры. То есть мы с дизайнером, она, кстати, здесь имеет тоже стенд, это Триэль Стор, Наталья Маслова, прекрасная, с тонким вкусом человека. Ну, в общем, не об этом дело. Сразу, когда мы начали проект, мы сразу договорились, что в проекте будет искусство. И было бы замечательно, конечно, если бы оно у меня уже было, а так мы его искали во время проекта, потому что если коллекция есть, то уже интерьер проще сделать, а так нужно вписывать в проект. Ну, в общем, вот мы искали, и первая работа была Губанова и Гварков, то есть это семья,
художников, которые делают свои произведения совместно. Нет, у них есть и единоличные работы, но это больше более в ранний период. А вот, соответственно, я начала свою коллекцию, наверное, осознанную с них. Потом у меня было пару иностранных художников. Потом я точно поняла, что я, наверное, хочу сконцентрироваться все-таки на российской сцене. Ну, то есть после того, как уже оформили, конечно, квартиру, и как-то ты погрузился, ты понял, что это совершенно что-то другое по сравнению с тем, что было раньше без искусства. И ты начал погружаться в это, и вот как-то шаг за шагом, аж ты меня останавливай, потому что я же могу сейчас улететь далеко. Шаг за шагом ты Шаг за теперь... шагом я начала, да, погружаться и знакомиться, на самом деле, с галереями. И, знаете, галеристы же, в принципе, достаточно открытые люди. Вот я помню, ну, первое мое знакомство это была Марина Гисич, там галерея «Миф», больше питерские, конечно, галеристы. Потом я подумала, так, мне надо себя разбавлять. Ну, были еще какие-то другие галеристы. Я думаю, надо пойти просто со всеми знакомиться начать. И вот я помню, я пришла в галерею Pop-Up Art, пришла к Сергею, это владелец галереи, сказала, я к вам пришла познакомиться. Он сказал, прекрасно. Давайте знакомиться, и вот мы пошли в хранилище, и он мне начал показывать... Я думала, вы пошли ужинать. Нет, мы пошли в хранилище, и он мне стал показывать, что у него есть, рассказывать про художников. Ну, то, что галеристы, они тоже свои как бы миссии, вот я могу за вас... Да, конечно, ты за всех, Тань, можешь ответить. Возможностью, особенно, что Николая я уже знаю, сейчас пытаюсь погрузиться, на самом деле, в фотографии, фотографий у меня очень мало. Они видят свои миссии, вот продвижение искусства, то есть это страсть, которой они хотят поделиться, и они готовы тратить на это время. И это на самом деле прекрасно. И так как я, как мне кажется, тоже открытый человек, в общем, я прихожу, и таким образом я узнаю что-то новое, узнаю новые работы, новых искусствоведов. Для меня очень важно, на самом деле, поговорить с искусствоведом, узнать очень много про автора. В общем, резюмируя, не нужно бояться говорить с галеристами и максимально часто к ним ходить на чай, кофе и слушать рассказы для того, чтобы развивать насмотренность и знания истории искусства. Классно. Мне кажется, супер совет. Настя, а ты что советуешь своим коллекционерам? Молодым коллекционерам? Когда они только приходят и говорят, Настя, ты такая классная, но я вообще ничего не понимаю, что мне делать? У нас так часто происходит. Я советую, если это, чтобы пройти по безболезненному пути, если страшно покупать что-то большое и финансово такое весомое, то всегда можно начинать с графики, если совсем страшно, даже с тиражных работ. Дальше переходить на графику. Есть всегда доступная графика, мне кажется. Как раз вот, например, такие ярмарки, как Базар, показывают даже вот здесь много работ за 30 тысяч рублей, на самом деле. Да, и даже у нас на стенде, могу сказать, что тоже есть доступная графика. Она как раз разлетелась, потому что я всегда прошу художников сделать что-то, что было бы доступно людям, потому что должно быть самый разный сегмент. И пробовать, и не бояться. Самое главное, мне кажется, не бояться вот того, что а если мне вот работа разонравится через год, через 2, через 3, что я буду с ней делать? Я в основном такое слышу. Или вот мне разонравится, и что, я ее вот поставлю куда-нибудь? Но это то, что почему-то безболезненно происходит с другими предметами. То есть это происходит легко с одеждой, с бытовыми предметами. Как бы прошло их время, и люди как бы их отставляют или еще что-то сделают. А с искусством вот как-то происходит, что нельзя, да, вот это что такое святое, оно должно, вот поместили на стенку, и оно навечно там. А мне кажется, что как раз интересно пробовать, менять и ошибаться, потому что ошибки, они и создают наш опыт. А вот безошибочных коллекционеров я практически не видела, больших особенно коллекционеров, да. То есть они как бы как раз говорят, да, я ошибся, да, я здесь делаю неправильно. И я могу сказать по себе, я очень много раз ошибалась, и как галерист. То есть мне вот, я, например, помню, были какие-то ярмарки, я ходила, и мне казалось, вот этот художник классный, или вот этот художник классный. А потом там проходило какое-то время, ну, и я уже думала, да не совсем так, или я видела похожее. Но в этом нет ничего такого, потому что в тот момент времени это было мне созвучно, это было мне интересно, здорово. В тот момент времени оно не должно быть на века. Мне кажется, тут вопрос вот так вот играючи, спокойно, как бы
не прикипать к чему-то, что вот оно вот все навсегда, а стараться быть, ну вот просто как-то с этим экспериментировать. И не бояться. На самом деле, сейчас, просто реально приходит ко мне очень много состоятельных людей, которые везде состоялись, и потом им очень сложно принять идею того, что они чего-то не понимают и где-то не состоялись. И мне кажется, вот чтобы начать покупать, самое основное — это принять то, что ты чего-то не знаешь, и принять свои ошибки. Это кажется такой банальной идеей, но сколько раз на практике мы видим, что люди реально не могут начать что-то покупать только потому, что они бессознательно боятся допустить ошибку. И, кстати, последнее, не то чтобы я сейчас всем все расскажу, но я учу французский, и мы с преподавателем недавно говорили о том, почему дети учатся быстрее, чем взрослые. Только по одной причине. Потому что дети абсолютно не боятся совершить ошибку. Потому что у них даже мысли такой не возникает, им вообще все равно. А взрослый там 15 раз подумает, он уже как бы есть опыт, вот это ты совершил ошибку, тебя там общество потом покарает, еще чего-то. И реально с искусством точно так же. Да? Мне кажется, еще вот мое ощущение от искусства, что есть как бы снобизм такой, ты как бы, это какое-то такое секретное знание, кажется со стороны, да, и вот надо знать, обладать вот этим знанием, и тогда тебя как бы примут. А если вот, ну вот такое происходит, например, ужин какой-нибудь на арт-базе или какой-нибудь большой галереи, и все, значит, коллекционеры начинают друг другу показывать, а у меня вот в коллекции вот этот или другой художник, и как бы получается там показать какого-то немодного автора, ну, как будто бы ты что, дурак, купил, потратил на это деньги, тебя провели вокруг пальца или вообще неправильная покупка. И вот здесь вот, мне кажется, такая должна быть смелость говорить, что да, мне нравится, я хочу это покупать. И я заметила, ведь самые интересные бывают еще коллекционеры, которые идут вопреки, они находят для галеристов художников, да, которых временами кажется, что нет, или каких-нибудь старых авторов, забытых, они их поднимают, они их находят, и потом к ним проявляется интерес. Просто важно понимать, что здесь как бы есть авторитеты, но их и нет. Да, Коль, что нам скажешь? Ну, я хотел добавить пару слов по поводу «разонравиться». Вот на моей практике ни разу такого не было, чтобы искусство разонравилось. Вот часто бывают работы, которые вначале яркие, красивые, кажется, ну вот все, прекрасную работу я купил, а потом вот она висит, и она разонравилась, потому что, по большому счету, пустая работа, неинтересная. А вот такие работы, которые вначале кажется, ну что это такое, что такое сложное, непонятное. Но со временем начинаешь все больше и больше проникаться этим художником, его языком, и ты понимаешь, насколько глубокая и интересная работа, и она все больше и больше нравится. Поэтому, мне кажется, не надо бояться таких сложных работ, наоборот, надо больше даже изучать этих авторов, смотреть их. Можно еще в добавление к тому, что ты сказал? Я помню, в мемуарах Щукина он как раз всегда писал так: увидел работу отвратительная, прямо возмутительно, ужасно, надо брать. У нас есть, на самом деле, общий друг, коллекционер. И то, что я сейчас скажу, это как бы он говорит об этом публично. Это очень интересно. Антон Козлов рассказывает часто, как он начал собирать искусство. Он купил самую непонятную работу Иры Кориной. Ира Корина, в принципе, достаточно сложный художник для восприятия, особенно когда ты только начинаешь покупать искусство. И ему просто в какой-то момент объяснили, что нужно покупать непонятное искусство, чтобы у тебя случился диалог с ним, и вот этот процесс познания искусства станет процессом познания себя и таким стимулом к развитию. Поэтому парень осознанно начал покупать только то, что он не понимает. И он до сих пор супер ратует, ну, сейчас он понимает, естественно, достаточно больше, но он до сих пор ратует за покупку работ, которые непонятны, как раз чтобы они стали стимулом роста. А как в стрит-арте, Сабина? Многие ли коллекционеры выбирают стрит-арт? Является ли он более простым способом захода в рынок или нет? Как соотношение стрит-арта и нового коллекционера? Вообще стрит-арт, граффити, вся субкультура, она идет параллельно. Вот. Художнику для того, чтобы о нем узнали, в целом-то не нужен никто, ни галерист, ни галерея. Он просто выходит на улицу и как бы манифестирует. Вот. Наверняка каждый из вас видел там надпись «Зачем?», да, и понятно, что там фигура Миши Моста, которая сейчас представлена, по-моему, на 6 стендах в Космоску, скрывается именно за этой надписью. Вот, то есть
стрит-арте все немножко по-другому, то есть там главное, это художник максимально распространяет себя в пространстве. Вот. Ну, собственно, как работает любая пропаганда, да, реклама, как вот аналог. Есть такой американский художник Шепард Фейри, Обей. Он, собственно, взял за основу принцип распространения рекламы. Вот. Но кроме того, что они там бегают по вечерам и ночам и пишут слова, они делают очень много разных вещей. Вот. Собственно, когда я 15 лет назад начала увлекаться уличным искусством, естественно, я увидела это в Европе, да, как, особенно в Барселоне. В 2008 году это была столица мурализма, где весь город был раскрашен до того момента, пока не пришел новый мэр и не покрасил все однотонной краской. Вот. И я поняла, что мне очень интересно погрузиться в это все. И стала тогда интересоваться, кто у нас есть. Ну и такой печальный момент, что я обнаружила, что все художники, которые пишут граффити, они не зарабатывают своим творчеством, они занимаются заказными росписями, рисуют в фитнес-залах и так далее. Вот. И тогда появились там вот та же моя биеннале уличного искусства «Атмосфера». Сабин, но Вот. все-таки возвращаясь к вопросу, и уличное искусство является Ну способом... вот я рассказываю, да, то есть кроме того, что они пишут слова, они еще делают очень много вещей, да, и когда я стала интересоваться, я поняла, что в студиях они пишут холсты, графику, создают скульптуры, совершенно не боятся, кстати, в отличие от академических художников или художников, которые отучились там, я не знаю, в Суриковке, в Строгановке, они вообще не боятся экспериментировать, они сегодня с металлом работают, они завтра с деревом, послезавтра они ковры делают, они совершенно по-своему чувствуют пространство, вот, то есть, потому что они понимают, что все сайт-специфик, ты не можешь просто налепить холст, да, вот на стену. Все стены не белые, как в галереях, да, и, соответственно, они чувствуют пространство, цвета, и поэтому вот коллекционировать уличное искусство можно либо коллекционировать работы уличных художников, да, вот Миша Мост, пожалуйста, можно здесь купить, или Кирилл Кто, и много кто сейчас стал популярен. Вот. Либо вот я очень люблю этот формат, это документация уличных работ, поскольку уличное искусство, если мы тут про сохранение, да, то это, наверное, самое временное искусство, то есть оно может прожить час, два, ну там день, окей. И для графичика или уличного художника важно задокументировать обязательно свою работу. Вот сделана фотография, в принципе, все равно, что с ней станет. Вот. И вот документация уличных работ — это вот очень интересно. Обычно художники продают фотографии, да, документация видео есть, они тиражные, и я вообще представляю галерею, которая продает тиражное искусство, потому что я считаю, что искусство, оно должно, в общем, как-то, вот, как Настя говорит, демократизировать, да, это не какой-то элитарный клуб, которому кажется, что не попасть. Ну, то есть, если говорить о начале коллекционирования, если вы начинаете с стрит-арта, значит, вы выбираете какой-то более экспериментальный подход к искусству. Нет, если вы художник, а если вы коллекционер, вы просто покупаете работы уличных художников. Они есть совершенно разные, от перформансов до холстов. Вот. Либо вы покупаете у них документацию их уличных работ. Да, Окей. вот там, Хорошо, Сабин, вот я как-то поняла. так, паблик-арт там и так далее. Спасибо. Давайте про ошибки поговорим, потому что на самом деле у нас основная идея панели рассказать начинающим коллекционерам о том, зачем и как им стоит прийти в искусство. Вот Таня со мной делилась интересным опытом своих ошибок. Она сказала, у меня есть только одна ошибка. Я говорю, что это прекрасно. Я считаю, у Тани достаточно большая коллекция, поэтому имейте только одну ошибку. Ну вот расскажи про свою какую-нибудь одну ошибку, которая у тебя есть, которая тебя чему-то научила. Ну вот мы когда с Машей как раз обсуждали мою ошибку, как бы мы пытались найти правильное слово, ошибка ли это или нет, или вот это как была точка принятия решения, куда двигаться.
В общем, в каком-то своем путешествии в искусстве я вдруг начала задаваться вопросом, ну, как бы, а мне все спрашивают, а вы что коллекционируете, графику или живопись? Или какой период вы коллекционируете? Я думаю, ну я-то пытаюсь себя не закрывать, но кажется, что уже контента так много, ты не успеваешь его перерабатывать, тебе, может быть, надо на чем-то сфокусироваться. И ты понимаешь, что у тебя есть некоторые такие столпы, монстры, как бы, которые, ну, как бы продаются, у нас там 60, некие концептуалисты, у тебя есть молодые ребята, да, 35-летние, еще моложе, там... Мы сейчас перечислим всех, не уходите никуда. 20-летние и так далее. В общем, в какой-то момент я поняла, что как бы контента очень много, если ты хочешь за ним всем следить, его перерабатывать трудно. Так как я фундаментально подхожу к вещам, я много читаю, много смотрю лекции и так далее на тему искусства, то я подумала, вот у меня как будто точка принятия, я должна на прошлое смотреть или не должна? Вот эти те самые шестидесятники, концептуалисты, да, которых вы везде увидите, это наше наследие, это реально те, кого знают за рубежом, как российских современных художников. И, в общем, я покупала одну работу, и я прямо знала, что, вот что если я ее куплю, то я точно уже буду знать, что на прошлое мне не надо смотреть, что нужно смотреть только на молодых. Я вот ее осознанно купила, сделала этот шаг, что потратить деньги, но закрыть для себя эту тему. Пока держусь, но никогда не говорю никогда. Поэтому, может быть, это и откроется. Классно. Гороховский. Потратила деньги, заплатила за то, чтобы узнать, что тебе не надо. Мне кажется, вообще супер план. Коля, а у тебя какие ошибки коллекционеры совершают? Ну, тут вопрос, что такое ошибки вообще. Да, давай разберемся. Да, потому что ошибки — это то, что потом скажешь, что ты купил такое, да? Или ошибки, что часто бывает с молодыми художниками, когда ты покупаешь молодое искусство, молодых художников, а их потом заворачивают какие-то бытовые проблемы, они уходят, прекращают создавать новые работы, прекращают работать в искусстве, и вроде бы работа у тебя есть, а художник никак не развивается. Ошибка ли это? Не знаю, да. Но, скорее, часто то, что мы видим ошибку, когда люди путают, покупают какие-нибудь там декоративные или салонное искусство такое. Что такое салонное искусство сегодня? Коля, часто мы просто слышим, ох, это салон. Что мы говорим интерьерное, чаще говорим. Да? Интерьерное. Что эти снобичные люди имеют в виду? Эти снобичные люди, когда это красивая форма, все понятно, очень понятно, просто, простое содержание, очень понятно, сразу бегло понятно, о чем хотел сказать автор. Но где нет никаких смыслов, неглубокое содержание, так скажем, да, не актуально, не интересно, то от чего, кстати, быстро устаешь. Наверное, так. В общем, основная ошибка – это купить работу, от которой ты быстро устанешь, с которой все будет понятно очень быстро и некуда будет расти. Ну, в целом, да, наверное. Мне кажется, прям так же это шаблон даем ошибка. Это же просто некоторый твой жизненный путь. Это опыт, на самом деле. Это опыт. Ну вот, например, там типа Гороховский, это же не ошибка, он прекрасный художник, но просто я для себя это поняла. То есть это опыт. Ну, точно так же ты покупаешь какие-то другие типа вещи, а потом, как бы приводились пример, через 3 года ты уже их не так видишь, но это же опыт, просто ты вырос. Работа просто висела на стене и не выросла, но вырос ты. Ну. Согласен. Но здесь, мне кажется, вот мой опыт ошибок коллекционеров, как они сами это называют, это все время были некие финансовые провалы. Например, они покупали дорогостоящую работу там, от 100 тысяч евро, например, и художник вдруг резко падает в цене. И такие были истории и с российскими авторами, и с иностранными. И вот здесь я знаю, как это болезненно, да? Или, например, ты купил работу, а потом, значит, заходишь на какой-нибудь аукционный дом, а она там в 10 раз дешевле, все по 100 там, да? И тоже неприятно, да, что как бы ощущается, что, ну вот как бы для многих это очень болезненно. Я просто знаю достаточно много разговоров в разных коллекционерских средах, как они говорят, что ой, вот купил, вот это болезненно, или этот художник сейчас теряет в цене, другой поднимается. Поэтому, мне кажется, вот это можно, да, как-то для кого-то, наверное, это ошибки. Или ошибки бывают тоже болезненные, когда тебе кажется, вот, значит, автор на подъеме, вот как ты описывал, да, а вот потом не оправдал ожиданий, да, или ты
вот, значит, все покупал, его поддерживал, а вдруг художник пошел вообще в другом направлении и вообще по-другому хочет выстраивать свою карьеру, тоже, наверное, для кого-то может казаться ошибкой. Вот. А для кого-то прекрасным обучением для того, чтобы лучше понимать, что тебе надо. Но тоже. Просто мне кажется, что у ошибок часто такая негативная коннотация, а на самом деле без ошибок-то нету роста, и давно нужно перестать им придавать какой-то негативный окрас, а воспринимать их как часть жизни. А, Так, ну слушайте, а еще знаете, что хотела спросить? Вот есть ли какие-то коллекционеры известные, за которыми стоит следить, может быть, в мировом опыте, которые сильно повлияли на историю искусства? Вообще, какова роль коллекционера-то сегодня на рынке? Может, обсудим российский опыт, потому что западный, если мы будем с западным сравнивать, то это какая-то слишком контрастный Но мы не то, контрастный что душ. сравниваем, но просто, может быть, назовем каких-то несколько имен, которых можно подзагуглить и посмотреть, что еще бывает. Ну и на русский давайте тоже с удовольствием. Есть имена большие, как там Пино, коллекция Пино, мы можем в открытом доступе это все посмотреть. Сейчас все открытое. Потрясающий фонд Прада и ее коллекция, да, то есть можно, это тоже все в открытом доступе и посмотреть, насколько, например, взгляд, да, вот отличается там. У Миучи свой взгляд на искусство, то, что они собирают. Есть прекрасная коллекция Хоффман, Эрики Хоффман. И посмотреть, какой процент, например, живописи и какой процент совершенно удивительных работ, там, тотальных инсталляций, видеоарта, то, что практически не покупается в России и активно покупается на Западе. Ну, кстати, Прада говорит о том, что я не хочу быть меценатом, я хочу быть активным участником формирования культуры сегодняшнего дня, потому что Прада понимает, что коллекционируя искусство, ты создаешь культурный слой, и это мега важно, и мне кажется, что для многих как бы людей, которые приходят в искусство, стимул участвовать в формировании культурного кода, он является одним из основополагающих, наверное. Мне кажется, да, из западных много. Я бы еще добавила Брод музеем, семейство Брод. Это, конечно, вообще шикарная коллекция. И я, наверное, бы все-таки разделила корпоративную коллекцию, да, и вот все-таки вот такой семейный, да. А чем вам кажется отличается одно от другого? Ну, корпоративную коллекцию собирает менеджер, арт-менеджер, который просто приходит к тебе на работу, и он сквозь призму своей экспертизы, каких-то своих, в общем-то, может быть, даже вкусовых пристрастий, собирает тебе топовый срез, да, чтобы там у тебя был кунс, там, ну, в общем, вся плеяда. Вот. Семейство обычно, ну, вот как я и говорила, собирает скорее всего, так, с сердцем, да, через общение с художником, да, такой прямой контакт. Из российских я бы выделила Марианну Сардарову, конечно же. Ну, что касается уличного искусства, это топовый коллекционер, который в ее коллекции огромное количество очень интересных работ. Сейчас есть фонд РУАРТС, можно приходить туда и смотреть эту коллекцию. Классно, что они открыли здание, и теперь можно ее видеть, да, что она не в хранилище. Вот. Если говорить про уличное искусство, был такой Рома Жавнер, сейчас как-то так он сошел с горизонта, но он в свое время очень много покупал тоже уличное искусство. Ну вот, к слову о Мариане, вот этот тренд на построение частных музеев, ну, не только к слову о ней, но все, кого мы перечисляли, это все люди, у которых есть частные музеи свои, особенно западные коллекционеры. И на самом деле одна из основных причин, почему люди, которые добились большого финансового благосостояния, строят себе эти музеи и выбирают жизнь с искусством на таком уровне, потому что глобально это путь к бессмертию. Люди понимают, что тот вклад, который они внесли, и физическое здание этого музея точно долговечнее, чем наша продолжительность жизни. И кажется, что это во многих случаях стало своего рода возведением египетских пирамид, которые точно переживут тебя. И кажется, что это красивая идея о пути к бессмертию через искусство тоже. Там, кто бы знал Медичи, если бы они не поддерживали самых талантливых людей своего времени.
Да? Нет? Абсолютно, но мне кажется, например, для российского рынка коллекционеры это вообще на данный момент это такой... Молиться на них надо. Да, но действительно, которые системно покупают, да, мне кажется, здесь важно для публики еще разъяснить вот это между покупателем, собирателем и коллекционером. Коллекционеры — это все-таки человек, который покупает не разово, это системная покупка. И часто, ну, у каждой коллекции есть своя логика, да, где-то это просто интуитивная логика, где-то это систематичный подход, где человек выбирает, что он коллекционирует определенный период или определенный срез художников. Я могу отметить, ну, мы уже про Антона Козлова здесь сказали, Сергея Лимонова, который покупает очень много и петербургского искусства, да, и поддерживает такое количество художников, особенно художников, которые продают как раз вот это самое недекоративное, да, работа. И я понимаю, насколько, например, вообще сложно в России именно вот встретить коллекционеров. Я, например, в галерее вообще почти не занимаюсь фотографией, но меня занесло, и есть один фотограф, который я очень любила там, на протяжении многих-многих лет, и в какой-то момент просто ему написала, это Николай Бахарев. Я написала Бахареву, что очень хотела бы с вами посотрудничать. Николай меня сначала очень долго отказывался, говорил, что зачем. Ты бы ему фотку свою приложила, он бы сразу согласился. Пыталась, но это тоже не сработало. Уже стар, как говорит, все, не готов. Ни к чему, значит, не хочу ничего. И в итоге пришлось с помощью тяжелой артиллерии Игоря Мухина, значит, его все-таки вызвать в Москву. Мы сделали проект. И дальше я столкнулась с тем, что коллекционеров фотографий, их так мало, их практически нет. Да, практически нет. И дальше случилось... Галерея Пинлаб. Да. Как вы существуете? Это просто так тяжело. То есть я настолько была удивлена. Дальше те, кто есть, например, у них есть Бахарев в коллекции. И получается, и, значит, я показываю фотографию разным нашим покупателям и коллекционерам. А они как бы... Ну, в общем, фотография очень... Как будто бы в ней меньше ценности. Она тиражная, ее можно воспроизвести. Как идет учет тиражей, да, вот это все. А дальше просто не понимают ценность. Я была настолько удивлена, и вдруг я вот смотрю на художника с мировой карьерой, который был на Венецианской биеннале, который в МОМА PS1 выставлялся, в Полгетти коллекции больше там 30 фотографий, Deutsche Börse, приз Deutsche Bank, 2 место, и все. И я им объясняю, они такие, ну как-то, ну что-то непонятно, ну как-то не знаю, ну а что вот это стоит, там вот этих денег, я говорю, это коллекционные у нас торги вот такие. И я столкнулась с тем, что я не преодолела эту стену, то есть я понятно, что буду дальше работать, но это оказалось так тяжело. Коля, как ты живешь? Как ты с этим работаешь? Ну вот мы уже 2,5 года боремся. Но на самом деле в этом году какие-то изменения пошли. Мы увидели, что нас уже стали покупать больше, стали обращать внимание на фотографию. Многие коллекционеры, которые никогда не покупали фотографию, у нас начали покупать, сказали спасибо, увидели фотографию и стало... не замечали это медиум. Но на самом деле проблема фундаментальная в России. Проблема, потому что в России отсутствует вообще академическая школа фотографии. У нас нет высшего образования по фотографии, поэтому... И это одна из тех миссий, которые мы как раз наша галерея несет, чтобы именно вот изменить отношение к фотографии в нашем обществе, в институциях художественных, к А фотографии. как-то нету высшей школы по фотографии, а институты кино и телевидения? Ну, это же кино и телевидение. Ну, так там нету отделения фотограф? Не, ну там есть, но это же... Вот есть у нас хорошие 2 места, где учили фотографии хорошо. Это журналистики. И документальная фотография у нас потрясающая. У нас очень хорошая школа документальной фотографии. А 2 место это в ГИК, операторы будущих учили фотографии. Но это же все-таки будущие операторы, будущие киношники. А если мы говорим про искусство, то мы открываем все наши основные художественные институции. Там будет живопись, графика, скульптура. Живопись, графика, скульптура. И все, никаких других медиумов нету. Ни видеоарта нету, ни стрит-арта нету, ни фотографий нет, ничего этого нету. Никто это не исследует, не изучает нормально абсолютно. Что нам с этим делать, Коля? Мы работаем над этим. Ну, то есть для меня это был, правда, шок. Я даже продавала там инсталляции, видеоарт. Но с фотографией произошел какой-то диссонанс непреодолимый. Ну, кстати, к удивлению сказать, на прошлом Космоску я удивился, очень много галерей выставили фотографии.
Excel вообще только фотографии выставил, галерея Хлам выставил фотографии. Было очень много фотографий. В этом году как-то меньше, не знаю, с чем это связано. Вот, но был Все всплеск. испугались конкуренции с вами, я Нет, думаю. наоборот, мы в 2021 году появились, мы были одни фактически там фотографии. Потом в 2022 году в прошлом было много фотографий. Думаю, наверное, мы как-то двинули рынок. Но, наверное, недостаточно двинули рынок мы. Однозначно. Хотя казалось бы, что с фотографией можно безопасно начать коллекционировать, потому что тиражное искусство, как правило, чуть подешевле, чем Да, это правда. На холст. самом деле, вот даже у нас есть автор Анастасия Цайдер, новый проект НИИ, который на винзаводе. И вот работы в большом размере, да, они дорогие, не всем доступны, но есть маленькие малыши, мы их называем 20 на 30, они стоят всего 25 тысяч рублей, не так дорого. Их специально сделали там тиражом 7 экземпляров всего лишь, ну, что очень даже доступно купить сразу несколько работ из этого проекта. Поэтому в целом, да, фотография дает доступный вход. Дает доступный вход. Таня, а у тебя есть фотография в коллекции? У меня есть, но немного пока, поэтому говорю, это мое новое поле для изучения. А кто у тебя есть в коллекции из фотографов? У меня есть, у меня с именами немножко проблема, ну да, с точки зрения того, что я знаю. У меня есть, в общем, фотографы из галереи Руарт. Вот, у меня как бы, я купила, но подарила фотографию и работу с Pin-Lab Gallery как раз Сайдер. Вот, и я очень жду предложения по цене по Елукову, но пока я жду. Сделаем. Ну, Вот. Пинлаб достаточно Да, расслабленная у меня галерея. еще есть сидельников. Вот, ну, в общем, не так много. Пока. Обратим внимание на фотографию. Коля, на кого еще стоит нам, на какие имена нам стоит обратить внимание на рынке концептуальной фотографии? Потому что, ну, важно, без проводника так не разберешься. Много очень всего. Посоветуй нам что-нибудь, что мы сейчас запишем, потом придем домой и загуглим. Ну, можно открыть наш сайт, там много имен есть. А так... Все имена, с которыми работает галерея Конечно, да, в Pin-Lab. целом, да. Я поняла. Всё. Ну, Сапожников сейчас у него закончилась выставка в ГС, я не помню. Да, уже, к сожалению, закончилась. ГС-2 была прекрасная выставка Сапожникова. Вот. Хорошо, ладно, мы загуглим твой сайт, обязательно изучим. Скажите мне, а какие у вас идеи на тему развития все-таки рынка коллекционирования в России? Когда у нас появится ликвидность, что для этого должно произойти, когда появится вторичный рынок? Какие у вас предсказания, мысли на тему будущего? Слушайте, а мне вот кажется, у нас все в порядке, все идет как-то так плавно своим чередом. И что касается ликвидности, ну вот буквально у меня сейчас на стенде художник Тарас Желтышов, которого я 2 года назад показывал на Блазар, и его скульптуры тиражные стоили там в районе 100 тысяч, сейчас они стоят 350. Ну, я не знаю, даже в банк, если положить 100 тысяч, за 2 года не получится 350. Вот. Это если про инвестиции, про ликвидность и рынок, да, как рынок. Вот. Я, кстати, еще добавлю про фотографию, что вот как раз уличное искусство, перформанс и все, что с этим связано, вот то, что документируется, мне кажется, это тоже один из способов продвижения фотографий, да, поскольку это вот единственный, по сути, носитель, вот то, что остается. А я думаю, Маша больше имела в виду вторичный рынок. То есть, условно, ты купил вот эту работу сейчас за 350, а где ты можешь ее потом продать, если тебе надо? Где угодно. Я думаю, что Ну, то есть сейчас тираж у нас- закончится, там из 50 осталось 4 копии, да, вот сейчас тираж закончится, но я думаю, там за 2-3 месяца, и все. И продавайте там дальше. А вопрос где эти площадки? Вот этих площадок, их же немного на самом деле. Ну, аукционные дома есть, Ну, уже их хорошо. мало. Ну, то есть у нас есть что в Ладе, у нас есть Art-Sales, у И нас... очень мало реально Их мало, художников, вот про которые это. И можно... да, и там в этом проблема. Да, их мало, возможно, но не знаю. То есть вы-то, да, за первичный рынок, а вторичный. Это, кстати, тоже в какой-то степени, мне кажется, останавливает вот коллекционеров, которые еще не приобщились к искусству, как некоторые, как бы, ну, как у нас у всех есть какая-то страсть, да, у кого-то к музыке, у кого-то к литературе, у кого-то к искусству и так далее. Вот и есть коллекционеры, которые, может быть, собирают больше как раз для инвестиций, но меньше из-за страсти, да, вот в своей жизни. И, конечно, вот отсутствие вторичного рынка на самом деле не помогает развивать объем нашего рынка, ну, в моем понимании.
Ну, Кстати, кажется, что хорошая была идея бы открыть что-то типа marketplace для вторичного рынка, не с галереями, как Тео там или Бизар, а именно где каждый коллекционер, если ему прям вот срочно нужны деньги, он может открыть аккаунт и выставить что-то из своей коллекции на продажу. Ну, типа Авито. Мне кажется, это достаточно опасно, потому да, что, будешь цены сбивать. да, Мгм. можно сбить сильно цены. Особенно есть коллекционеры, которые, например, получили в подарок. У меня такие бывают. Да, вот они получили в подарок, они вообще не понимают ценности. Взяли, это даже не коллекционеры, да, люди, у которых каким-то образом оказалось произведение искусства. И дальше они просто, ну, быстро продать, а вот надоело. И хочу... И Ну, не знаю, нет. Вот на Авито, если нужно винтажное кресло, отреставрированное, дешевле 25 тысяч не найти. Нет, Сабина, я Люди уже поспорю. знают, сколько это стоит. Нет такого дедушки, который выставил шведское кресло за там 3000. Я вот не находила. Я могу сказать, что я там покупала искусство, и очень дешево. Хороших художников находила, потому что люди просто не Ну, понимают. ты понимаешь, на eBay то же самое. eBay — это аналог Авито, и там Да. тоже все это есть. Это неизбежно, мне кажется. Я на самом деле считаю, что вторичный рынок у нас существует, но по своим законам. В России вообще все по своим, да, как бы. Какой-то у нас есть свой путь. И есть художники, которые прекрасно продаются, например. Вот Леонид Схе. Мой коллекционер не может его купить у галереи Овчаренко по принципиальным причинам, он не хочет покупать в галерее Овчаренко. А нигде в другом месте он не может найти. И в итоге, когда вышла на рынок там, от одного коллекционера работа, она пробыла на рынке ровно неделю. Вот я ее, там, например, в понедельник вышла, я ее в среду показала, но мы не успели купить, потому что ее просто сразу взяли. И за очень хорошую цену. Я знаю, за сколько она продавалась изначально там. То есть художники, которые только растут в цене. У меня вот так с Ахматом Бекановым, да, то есть мы Ахмата первый раз показали, он стоил у нас там 500 евро. Сейчас на средний там хороший формат он уже 7000 евро. Прошло 1,5 года. Мы показали на Западе, у нас все продалось. Была выставка в Берлине, мы продали из 10 работ 9. И когда кто-то, например, я даже своим коллекционерам говорю, если вы захотите продать, я вас сама куплю, потому что у меня есть люди, которые хотят дальше покупать. И я знаю таких художников, у которых это происходит. А есть художники, у которых это не происходит, и оно бы не произошло, даже если он выставился бы на Сотбис, он бы не достиг той цены, которой бы хотелось. Тут, мне кажется, не только вопрос того, что нет вторичного рынка, он как бы не сказать, чтобы его и нету. Он есть, но он очень специфичный и на очень ограниченное количество художников, особенно на тех, кто делает мало. Мало, но дорого. А есть художники, которые все-таки делают очень много и недорого. И их можно найти на Авито прекрасно, и просто... и это вот как бы есть с этим... Вот, например, художница прекрасная, Ната Конышева. Вы ее знаете. Нату Конышеву купить можно за 1 миллион, а я вот себе 3 работы брала по 20 тысяч, большой формат. И вот, понимаете, то есть тут вот как бы, вот как? Потому что она делала столько много работ, и у нее, она жила очень долго, до 80 лет, и продуктивно. Получилось, что, конечно, можно найти. Понятно. Ну, Коля, теперь здесь опять тяжело, потому что мало того, что фотография непонятный медиум, так у вас еще и тираж, тоже работы не единичные. Ну да, нам еще первичный бы рынок развить, про вторичный. Нет, вторичный рынок, конечно, есть у фотографий, но больше такой классической фотографии, у там Родченко тот же самый, да, известные имена, но классики. А у современной фотографии, конечно, вторичного рынка пока нету практически. Но на самом деле большой путь нужно проделать, чтобы появился вторичный рынок. Все-таки спрос должен превышать предложение, тогда появляется вторичный рынок. А пока у нас спрос даже на первичный рынок не такой высокий. Поэтому откуда уж тут? Но, кстати, вот у меня сегодня утром был кейс. У меня один человек, который хочет начать покупать искусство, как раз был вопрос у всех, что с инвестициями? Особенно люди, которые не очень понимают про рынок, они сразу спрашивают про инвестиции. Они слышали вот эти огромные суммы, 500 миллионов
долларов, как они здесь, видимо, тоже приходят, ждут, думают, сейчас будет что-то такое же. И я ему говорю, что, чуваки, ну так вы заканчиваете покупать западных художников, сфокусируетесь на этом рынке и сделаете его, и таким образом внесете посильный вклад в развитие рынка, поднимете ликвидность и потом сможете нормально Ну да. инвестировать. Он такой: нормальная идея, пойдем посмотрим действительно искусство от хороших галерей, потому что они сначала показали мне на салон, что им понравилось, там был лодки, небо, красиво было. Ну, и, кстати, про коллекционеров, если говорить, там, французских коллекционеров, в первую очередь покупают именно своих художников на международных ярмарках, а не зарубежных художников. И это важно, и наши коллекционеры тоже покупали в первую очередь российское искусство, а не зарубежное искусство. Важно. Слушайте, но там я слышу уже объявление, что приглашают на следующую дискуссию. А может, какие-то вопросы есть? Я сейчас скажу, ты не переживай, Николай, у тебя какие-то... Отпусти контроль. Все будет нормально. Какие-то вопросы, может, у вас есть? А у нас есть волонтер, который... Во-первых, огромное спасибо всем коллекционерам, которые пришли. Все такие разные, безумно позитивные. Может подумать, что у нас нет проблем. И тем не менее вы держитесь и на планку очень высоко задрали. А вот скажите, вы своих новых художников как отбираете? Или у вас уже есть пул старых? Как вы их находите? Я могу начать. Я вообще поняла в какой-то момент, что у меня хорошее чутье. У меня муж коллекционер музыки, у него хорошее чутье на музыку. И вот когда сейчас приходят на стенд и говорят: а как вот мне точно быть уверенным, что это вот художник? Я говорю: знаете, я такую работу проделываю для вас. Я просматриваю сотни, а вот то и там несколько сотен художников, пересматриваю и отбираю вот на свое чутье вот эту селекцию, да, и вот просто чутье, оно меня ведет, да. То есть вот как сказала Настя, я тоже когда-то там у Кирилла Кто покупала там за 5000, а то и просто в подарок получала. Вот. Ну, я просто понимаю, что вот да, вот этот художник, я в него верю, и я прям вижу уже вот его путь. Как-то так. У меня сложнее. Ну, в галерее мы вообще... Я сейчас ограничилась очень маленьким количеством художников. Мне сложно прямо, чтобы что-то понравилось. Я смотрю многое. Наверное, те художники, которые мне нравятся, я вот недавно писала подруге. Вот посмотрела Арсена Савадова, но уже это как бы невозможно. Но вот смотрела и думаю: боже, вот какой хороший художник, вот какие прекрасные есть авторы, ну или недоступные, или еще что-то. Но отбираю в основном случайным образом. Сейчас в основном все в Инстаграме появляется. Как бы у кого-то увидела в Инстаграме, кто-то пришел на молодежную выставку, кто-то куда-то зашел или рассказал, в основном через Инстаграм. Ну, хорошо. Ну, у меня, наверное, примерно такой же исследовательский путь. Я действительно много чего смотрю на Инстаграме, а потом уже обращаюсь там вот в галерею, если художник представлен в галерее, и более детально изучаю. То есть, ну, прям я подписана на очень много как бы наших институций, западных институций, как бы галерей и так далее. Как бы в какой-то момент я даже прям структурировала свой Инстаграм, чтобы я понимала, ну, как бы, и я как это... сохраняю их все, чтобы, если что, даже я еду в другую страну, я знаю, как бы, вот это то, что я видела, этот художник там как бы в той стране или в той галерее, прям вот как это, ну и таким образом, то есть ты постоянно должен находиться, вот эту информацию набирать и желательно и структурировать, иначе у тебя, как бы, наверное, вот осознание того, что в твоем понимании здорово, мощно и так далее, оно корректируется и растет, но если ты не структурируешь информацию, то ты не знаешь, куда прийти, потому что это забывается. Поэтому важно фиксировать эти моменты. Ну, как так? Но у нас, как обычно, все сложнее. Так мы как единственный галерей, который занимается современной такой актуальной фотографией, то у нас количество художников, желающих с нами работать, очень много. Гораздо больше, чем можем. Но тут нужно понимать, кто такая галерея. Галерея – это как в музыкальном бизнесе продюсер или там в книжном бизнесе книгоиздатель. Мы не можем заниматься бесконечным количеством художников.
Потому что мы можем заниматься, но ограниченное количество художников, 10-15. Потому что мы должны делать выставки ежегодно каждому художнику, заниматься его участием там, в биеннале, какие-то резиденции пытаться отправлять и так далее. И это большой труд. И, конечно, нам дико не хватает. На самом деле, для нас будет большим результатом появление еще галерей, которые занимаются современной фотографией. Это будет для нас потрясающий результат. Тогда мы видим увеличение предложений. Потому что, просто как пример, за полгода существования нашей галереи, которой никто не знал об этой галерее, у нас было 200 заявок от художников, которые желали с нами работать. Еще мы только появились. И количество желающих очень много. Поэтому мы отбираем чаще, вот у нас есть там раздел Open Call, мы просматриваем там авторов, но мы больше делаем групповые выставки, и уже из групповой выставки потом выбираем уже художников. Спасибо. Спасибо. Знаете, я бы, может, добавила, я как-то 2 года вот проработала на винзаводе арт-директором, мы делали маркет, и он продолжается, вин-вин-маркет современного искусства, где художники сами продают свое искусство. И очень удобно, вы приходите и прям видите, вот, скажем, такой вот доступ к телу. И для художника это очень важно, потому что он тоже пробует себя, пробует цены, узнает, видит лицо своего коллекционера. И вот на Вин-Вин-Маркет, так вот просто тоже про заявки, на последний Вин-Вин-Маркет нам прислали 700 заявок вот на участие от художников. То есть представьте просто сколько этих художников, молодых особенно. Давайте еще один вопрос, если есть. Если нет, тогда пойдем пить шампанское и отмечать. Вон вопрос еще один есть. А вон вопрос там. Добрый вечер. Вот вы все говорили о коллекционировании фотографий, живописи, графики. А что насчет скульптуры? И как вообще рынок скульптуры Ее обстоит? тоже мало. Прямо мало. Не, у меня есть, я уже так сразу перебежала. Прям скульптура моя больная тема. Я очень люблю скульптуру. Но ее действительно мало. Мало скульпторов, мало, мне кажется, коллекционеров, которые покупают скульптуру, потому что она требует, большего хранения или, у скульптуре, как, в принципе, и любому другому piece of art, тебе нужно некоторое пространство, но скульптуре чаще больше, ей нужно больше воздуха, ее сложнее инкорпорировать куда-то, но она, мне кажется, всегда мощнее. Ну, смотрите, а есть же скульптура малых форм. Ну, есть, И конечно. Вот у нас на естественно, её могут стенде уже- как раз сейчас представлены образцы выставочные, гипсовые, да, такая молодая скульптор Лада Рещенко. И мы, поскольку мы сделали эти формы, мы предлагаем на заказ либо в пластике, либо в алюминии отливать тиражом 10 копий. Вот, потому что, мне кажется, продакшн очень дорогой, само создание форм, вот это вот, поэтому, может, еще... Я могу сказать, что можно я тоже от себя добавлю, что со скульптурой еще такая большая проблема в России, что вот вообще вся инфраструктура вокруг нее от того, сколько стоит мастерская, потому что ты не можешь рисовать, как вот там художнику может хватить совершенно небольшого пространства, то для скульптуры нужно большое пространство. Дальше. Вот, например, там художник, мы вот Алексея Панькина видели на стенде Deep List, прекраснейшие работы. Один из моих коллекционеров спрашивал, а я хочу в бронзе, я вот хочу на улице поставить. А он просто, я помню, Алексей такой говорит, вы понимаете, я не могу себе позволить бронзу, я не могу, просто физически, это стоит столько денег, которых у них просто нет у художников. А это еще мы говорим уже, если вот скульптор, да, он уже как бы законченный, мы говорим, да, он уже не законченный, неправильное слово, он уже сформировавшийся. А если мы говорим о молодых художниках, им нужно экспериментировать, но они себе не могут позволить ни мрамор, ни камень, они не могут себе позволить, у них нет даже времени, потому что время — это деньги, да, и взять вот так вот несколько лет, экспериментировать с материалом, они себе не могут позволить. И вот вся вот эта, получается, ситуация такая немножко называется как чертово колесо, да, из нее невозможно выйти, потому что вот единственная вот эта правильная идея с прототипами, продавать прототипы, но у многих коллекционеров или покупателей часто, у коллекционеров как раз есть фантазия, они могут себе представить, а покупатели, особенно неофиты, они вообще не могут представить, как это будет в материале, потому что, вообще не представляю. И тоже получается, что невозможно продать. Та же самая проблема со стеклом, и большие работы со стеклом, их тоже, их просто нет, потому что технологически
нет больших производств. Это гусь хрустальный, надо вставать в очередь на несколько лет, чтобы попробовать поработать там несколько месяцев. Вот, это вся система просто не создана для этого. Благодарю. Спасибо вам огромное, что пришли, разделили с нами этот час. Кому нужно помочь что-то приобрести, подходите, мы поможем, посоветуем, вдохновим. Спасибо. Спасибо.